Как нарцисс тебя обманывает, какие основные есть модели, что ли, предательства у нарцисса, что он использует чаще всего. Меня попросили записать такое видео для того, чтобы можно было разобраться в основных каких-то стандартных поведенческих таких вот паттернах, которые нарцисс использует, обманывая тебя. Потому что часто бывает так, что вот люди посмотрели какие-то видео, почитали статьи, понимают, что они находятся в отношениях с человеком. У этого человека вроде есть какие-то нарциссические черты, а потом ты понимаешь, что ну в принципе так или иначе у всех людей есть нарциссические черты. И тебе нужно понять, ну а вот в наших отношениях вот это вот проявление нарциссизма, они как-то меня разрушают, на что обращать внимание. В такой ситуации идеально будет просто выучить те вещи, о которых я буду говорить дальше. Это основные стратегии предательства нарцисса, которые он использует для того, чтобы вас обманывать и использовать вас в своих целях. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. И сегодня мы говорим об основных поведенческих паттернах, которые нарцисс использует для того, чтобы обманывать свою жертву, для того, чтобы ее использовать. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. И первая вещь, которую стоит сказать, это, конечно же, лавбомбинг, то, с чего обычно начинаются вообще любые отношения с нарциссом. Вначале он вас просто бомбардирует своими сигналами любви. То есть он вам пишет, причем пишет много, пишет какие-то там в перфектной форме комплименты, какая вы замечательная, дарит подарки, не знаю, делает какие-то сюрпризы, свидания какие-то должны быть фееричными. Если это еще такой вот харизматичный нарцисс с такими достаточно большими признаками грандиозного нарцисса, то есть он такой самоуверенный вроде бы как на поверхности, он, значит, вас просто поражает, потому что это, ну, такой, грубо говоря, там, как говорят, павлин с очень яркими перьями, или лев с очень пушистой гривой, или, ну, вот такое вот что-то. Вот он очень грандиозно и ярко вас, как бы, засыпает своими признаками любви. Основная здесь цель в чем? Чтобы сформировать, по сути, эмоциональную зависимость. Ему важно сформировать привязанность очень такую твердую, жесткую. То есть он дает большое количество этих стимулов, вы находитесь в эйфории, на высоте своего, так сказать, этого вот баланса значимости. Вам кажется, что вы такая классная, потому что он же такой классный, он мне столько вот уделяет внимания. Я, соответственно, себя чувствую очень окей, очень хорошо, когда я нахожусь с ним вот в коммуникациях. Зачем нужен этот лавбомбинг? Правильно, чтобы использовать эту эмоциональную зависимость. Когда эмоциональная зависимость сформирована, позже он начинает вести себя так, как хочет, так, как ему хочется по отношению к вам себя вести. Он может как угодно вас, не знаю, контролировать, может быть, как-то оскорблять, и вы все равно будете находиться рядом с ним, потому что очень сильная эта вот зависимость. То есть основная вообще цель лавбомбинга — это сформировать зависимость. Часто лавбомбинг путают с конфетно-букетным периодом каких-то вот обычных отношений, потому что, ну, обычно мужчина, когда вот он заинтересован в женщине, когда он влюблен, он также ей говорит приятные вещи, дарит подарки, водит на свидание. Как это отличить? Отличить это можно, ну, во-первых, ретроспективно. То есть спустя какое-то время вы понимаете, что мужчина и раньше говорил мне слова любви, и сейчас он, в принципе, говорит это. Как раньше нам вместе было приятно, так и сейчас нам приятно. Если вы понимаете, что раньше он был такой супер-супер какой-то вот ванильно-сиропный, а сейчас какие-то начинаются страдания, ну, есть вероятность, что это был лавбомбинг. Ну и вторая вещь, как отличить лавбомбинг от такого конфетно-букетного периода, что если мужчина с невротической организацией личности идет в отношения, он делает эти все подарки, говорит приятные вещи, но при этом у него очень много есть такого невротического напряжения. То есть, грубо говоря, вы можете заметить, что для мужчины это, ну, нелегко. Он смущается, он иногда как-то побаивается, он иногда как-то тушуется и старается все-таки вот как-то сближаться с вами. Вы понимаете, что он вас, ну, что ли, немного, ну, не то что побаивается, но есть какая-то вот такой вот, какую-то такую трепетность в этих отношениях. В случае с нарциссом он все это делает для того, чтобы достичь своей собственной цели. Для нарцисса в отношениях прежде всего важны его внутриличностные, внутрипсихические процессы, а потом то, что происходит между вами. Вы, по сути, для него, ну, своего рода такой инструмент. Поэтому в своем лавбомбинге он будет вообще как бы не стесняться ничего. Это будет действительно на все деньги, ты самая прекрасная, все звезды с неба, тебе и так далее. То есть говорю, что хочу, потому что, ну, у меня нет этого вот такого невротического напряжения. Я здесь, так сказать, нахожусь на задании. Мне нужно вот привязать к себе вот этого человека. Вторая вещь — это перекладывание вины и ответственности. Если вы находитесь в отношениях с человеком, который просто непогрешим, вот он никогда не виноват, то есть по сути он святой. Ну вот прям находишься в отношениях с человеком, он вроде как какой-то реальный, но в какой-то момент думаешь, он что, думает про себя, что он святой? Почему вот я всегда извиняюсь? Почему я всегда все косяки как-то исправляю? Почему он ни разу за все время не извинился, не признал своей вины, просто не сказал о том, что, вероятно, он когда-то ошибается? То есть человек, который просто всегда прав и никогда не виноват. Это человек, который, если он опоздал на какую-то встречу, виноваты могут быть разные внешние обстоятельства. Виноваты можете быть каким-то образом вы, что вы все-таки его там третий раз не напомнили ему, что ему нужно прийти вовремя. То есть 2 раза вы ему напомнили, что завтра у тебя встреча.
Он опоздал, и все равно виноваты вы, потому что, ну что ж, третий раз ты не напомнила мне. То есть это человек, который, ну вот просто с него, как я не знаю, как вот масло не перемешивается с водой, так вот к нему не прилипает ответственность, и он вообще, ну, всю вину, которую он может как-то почувствовать, он тут же перекладывает ее либо на вас, либо если, ну, невозможно на вас это никак переложить, ну, перекладывает тогда, ну, на какие-то обстоятельства или внешних каких-то третьих лиц. Третья распространенная вещь, с помощью которой нарцисс обманывает и предает ваши отношения, это игнор, такое вот насилие молчанием, неглект это еще называют. То есть когда вы с ним беседуете о чем-то, наступает какой-то момент, когда вам нужно что-то вот прояснить, то есть какой-то, ну, такой обычный житейский конфликт. Вы хотите чего-то одного, он другого. Вы одним способом видите, как должна развиваться ситуация, он другим. Он не может участвовать в такой конструктивной какой-то вот беседе, и он замолкает. Он замолкает и своим молчанием, игнорированием вас, он не смотрит на вас, он не обращает на вас внимания, он вызывает у вас тревогу, какое-то отчаяние, возможно, гнев, негодование, может быть, не знаю, какую-то вину, то есть какие-то эмоции. Это его способ манипуляции, его способ, как он на вас воздействует. То есть вы ему говорите: послушай, ну мы с тобой сколько раз говорили, я просила, чтобы твоя мать не приходила к нам без спроса, чтобы она как-то хотя бы предупреждала. Ну, давай как-то эту вещь согласуем с тобой. Для меня это важно. Он не может в этом разговоре участвовать, потому что у него есть какие-то непроясненные отношения с его матерью, у него есть какие-то непроясненные отношения с вами. Ему сложно, как я уже говорил раньше, принять на себя ответственность за то, что, ну, это вообще-то его ответственность, его задача решать со своими родителями что-то. И поскольку по всем этим причинам ему невозможно с вами разговаривать, ну как по-честному, по-здоровому, он отворачивается, и вот он обижен. Он с вами не разговаривает, он не разговаривает с вами, там, не знаю, часы, дни, может быть, недели, таким образом как бы наказывая вас и в вас вызывая разные эмоции. То есть когда ты находишься в отношениях с человеком, ты вроде бы как, ну мы же с ним в отношениях, потому что мы же живем, или мы, например, там, не знаю, в браке, или мы, например, ну, дети, у нас есть общие какие-то дела там, но при этом, ну, и предполагается, что мы как бы должны разговаривать, ну, это какая-то такая базовая вообще как бы ожидание, что с человеком нужно общаться, а он ходит с тобой и не разговаривает, ведет себя как ребенок, и ты понимаешь в какой-то момент, что у меня нет инструментов, как с взрослым человеком, ну, вести себя, если он не ребенок. То есть ребенок даже бы так долго бы не обижался, потому что дети более какие-то подвижные, лобильные. А это вот вообще чудо, что оно делает. Куда, как это подойти здесь, с какой стороны. И поскольку у вас есть вот это вот такое вот тревожное расщепление, что с одной стороны, ну мы же как бы, ну типа в отношениях там или в браке, или еще какие-то какие у вас есть отношения. А с другой стороны, как бы вот он не разговаривает со мной, то я не могу понять, типа мы есть или нас нет. Понимаете, это само по себе тревожно. Эти вот сложные чувства, которые вы испытываете, тревога, это то, каким образом нарцисс вас старается, ну что ли, вот подавить. То есть он наказывает вас, он истощает вас, чтобы у вас не хватило сил обсуждать вопрос, ну в данном примере вот по поводу матери его. То есть когда вы хотите разрешить какую-то ситуацию, он своим молчанием просто лишает вас ресурса для того, чтобы вы могли эти ситуации решать. То есть он таким образом вот так вот как бы нечестной игрой просто лишает вас переговорной позиции в каких-то обычных житейских переговорах. Четвертая распространенная манипуляция, которую нарцисс использует, когда обманывает ваши отношения, это гуверинг. Это если вы понимаете, что он, ну предположим, после вот такого вот молчания, после какого-то, не знаю, может быть конфликта, или может быть он вам наговорил каких-то таких гадостей, то есть что-то такое активное, агрессивное. Вот в какой-то момент вы вроде бы с ним не общаетесь почему-то, и потом он появляется и говорит что-то вроде: ну я уже исправился, я работаю над собой. Там вариант для особо таких вот как бы продвинутых: я хожу на психотерапию, я как-то с собой работаю. То есть человек вас засасывает в отношения, из которых он вас перед этим выкинул. Такой получается как будто бы водоворот. То есть вы с ним в отношениях договориться не можете. Дальше идет либо какая-то пассивная агрессия, вот он молчит с вами, не разговаривает, либо это такая активная агрессия, когда он там, ну, говорит вам какие-то неприятные гадости или те вещи, о которых я буду чуть дальше говорить. В результате вы с ним не общаетесь, потому что как так можно общаться. И через какое-то время он появляется и начинает вас втягивать в эти отношения. При этом, пока вы с ним не общаетесь, вы потихоньку думаете: да, ну очень жаль, я начинаю как-то переживать вот это вот, ну по сути, ну то, что мы с ним расстаемся. Я начинаю думать, куда мне жить дальше, и тут он вдруг появляется и затягивает тебя обратно. Получается, таким образом ты не можешь строить какие-то даже среднесрочные планы, потому что вроде бы с ним планы строить невозможно, ничего не получается, а без него я не могу никаких планов строить, потому что как только я начинаю о чем-то думать, он появляется в самый неожиданный момент и затягивает меня обратно в эти отношения. Пятая вещь, с помощью которой нарцисс придает ваши отношения, это газлайтинг. То, о чем я говорил, это такой очень изощренный вид пассивной агрессии. Грубо говоря, это когда нарцисс говорит вам фразы, целью которой заставить вас сомневаться в своей какой-то вообще ментальной такой вот устойчивости. То есть как будто бы вы такой вот человек психически неполноценный, который не контролирует свои эмоции, не контролирует свою память.
Вот вы с ним о чем-то договорились, а он потом говорит, я не помню, что ты такое говорила. Или, предположим, там, вчера он вам сказал какую-то обидную вещь, вы нехорошо закончили день, с утра вы приходите к нему, ну, как бы примириться и говорите о том, что, ну, ладно, давай уж, как бы, проехали, просто ты мне больше не говори такие вещи, которые ты мне говорил вчера. Он говорит, я не помню, чтобы я этого говорил, там было не так все. То есть, получается, он отказывается от ответственности, мы вспоминаем, он никогда не виноват в том, что он говорил какие-то, ну, предположим, даже очевидно такие обидные вещи для вас. Плюс он еще и газлайтит вас, потому что ты что-то придумала, ты не так услышала, оно не так звучало. То, как ты видишь эту ситуацию, это какая-то твоя болезненная интерпретация, которая не соответствует с общей реальностью. В такой ситуации он просто приводит к тому, что у вас увеличивается уровень внутренней тревоги, ваша переговорная позиция ослабляется. И опять же, надо понимать, что люди с невротической организацией личности, то есть мы все, больше склонны вообще к сомнениям. Сомнение — это нормальная, здоровая психическая функция. То есть он тебе говорит, что вчера ты этого не говорила, а ты помнишь точно, что ты вроде говорила это, и уже начинаешь сомневаться, и вот все. Он навязывает тебе свою картину мира. Он заставляет тебя сомневаться, и пока ты сомневаешься, ему легче тобой управлять. То есть таким образом он опять же придает ваши отношения. Шестая вещь — это триангуляция. Когда нарцисс не может с тобой прямо о чем-то говорить, он формирует треугольник. Это очень похоже на вот ситуацию с игнором. Давайте возьмем тот же пример. Предположим, вы просите своего мужчину, чтобы, когда его мать к вам приходит, чтобы она предварительно хотя бы вас предупреждала, чтобы вы были готовы к этому. Но поскольку у него, предположим, не прожита еще как-то сепарация с его матерью, у него очень сложные отношения с ней, он не может ей отказывать, соответственно, он не может с вами нормально как-то эту тему обсудить, потому что он не видит, каким способом он может мамочке сказать, любименькая, что мамочка, ты перед тем, как приходить, пожалуйста, предупреждай. У него есть какая-то идея, что мама, когда захочет, тогда и придет. Естественно, что в этом месте вы с ним разговаривать не можете, потому что он не может ваши требования услышать и не может ничего по поводу них конструктивного сделать. И в этой ситуации он что может делать? Он может начать триангулировать. То есть в вашем конфликте, где вы вдвоем не можете договориться, он на свою сторону, чтобы усилить свою позицию, притягивает кого-то третьего. Например, обычаи и традиции. Я хочу, чтобы в моем доме всегда были открыты двери для моей матери. Или ты должна понимать, что семья — это святое. В семье все люди друг другу всегда доверяют. Или вот что-нибудь такое, что хорошая жена всегда будет рада, если будет приходить мать своего там мужа. То есть в этом конфликте есть ваше какое-то мнение, а есть его мнение, которое вроде бы как является частью общечеловеческих ценностей. Таким образом, он еще немножко так вот вас как будто бы исключает из человеческого общества. Ты себя как-то ведешь не по-человечески. Тем, что ты вроде бы ко мне предъявляешь претензии, что моя мама не предупреждает о том, что она вот сейчас собирается прийти, ты ведешь себя не как человек, потому что люди в обществе ведут себя так, как я говорю, так принято. Либо он начинает приводить какой-нибудь пример, послушай, вот, например, у меня друг есть, к нему мать всегда приходит, и его жена всегда этому довольна. То есть вот он включает каких-то третьих лиц в вашей коммуникации. Если вы понимаете, что среди вас двоих появляется постоянно кто-то третий, вы не можете никакие проблемы решать вдвоем, вот есть я, есть ты, мое мнение, твое мнение, 50% на 50%. Постоянно он кого-то притягивает, это означает, что вы имеете дело с нарциссом, и он таким образом вообще придает ваши отношения. Невозможно выстраивать отношения, такие диадные, там где два человека есть, если в этих отношениях есть постоянно какие-то призраки, фантомы кого-то третьего. Ты таким образом просто не можешь с человеком договориться. И седьмая вещь, с помощью которой нарцисс предает вас и обманывает ваши отношения, это выстраивание каких-то таких воздушных замков. Грубо говоря, когда он вам обещает что-то, что будет потом, для того, чтобы вы как-то сейчас инвестировали что-то в эти отношения. Он вам обещает, что через год вы обязательно поедете с ним в какие-нибудь далекие тропические страны. При этом он знает, что это то, чего вы хотите. Либо он вам обещает, что он обязательно сделает вам предложение. Либо он вам сейчас говорит, что он обязательно, предположим, разведется со своей женой, потому что вы та женщина, которую он искал всю свою жизнь, но пока он не может этого сделать. Но он сделает это обязательно потом, а пока он требует от вас, чтобы вы вели себя так, как вот он хочет, чтобы вы оставались в каких-то этих отношениях. То есть человек вас кормит такими классическими завтраками. Он хочет от вас что-то сейчас, а за это вам обещает, что будет что-то потом. Знаете, такой вот МММ какой-то отношенческий. То есть, если вы какое-то уже время находитесь в отношениях с человеком, вы понимаете, что да вот что-то я помню, он вначале о чем-то обещал мне, и вроде бы уже срок этих обещаний, он вроде прошел, и он их не выполнил, то подумайте вообще, возможно, то, что он говорит вам сейчас, и что он обещает вам о будущем, он также не выполнит. Понятно, что бывает, что мы что-то обещаем и не делаем, как исключение, если это какая-то мелочевка. Но если это какие-то важные для вас вещи, что-то такое,
вещь, которая является основополагающей для ваших отношений. Человек вам это пообещал, когда это не выполнил, и сейчас продолжает дальше что-то обещать. Ну или такая частая ситуация, когда человек говорит, ну я все еще не могу там, не знаю, там переехать, я все еще не могу там развестись, я все еще не могу что-то сделать, но я обязательно это сделаю в следующие полгода. Возможно, человек вас обманывает и удерживает таким образом в отношениях вас просто в своих целях. К сожалению, нам всем приходится сталкиваться с обманом в отношениях, и если вам это интересно, напишите в комментариях, я позже смогу записать видео, там где я поделюсь собственным опытом. Также вы можете поделиться своим опытом в комментариях, напишите, как вас, возможно, обманывали в отношениях, какие вы замечали вот такие вот паттерны, чтобы таким образом другие люди могли почитать это, посмотреть и, возможно, как-то обезопасить себя в будущем. Я вам всегда очень благодарен, когда мы устраиваем такой нетворкинг в комментариях. Также, если у вас есть какие-то проблемы или вопросы, которые важно проработать в формате индивидуальной консультации, можете писать мне. У меня под каждым видео есть ссылки на мои соцсети. Я запишу вас на индивидуальную работу, мы с вами вместе поработаем, разберем ваш индивидуальный случай. А если вам это видео кажется важным, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.